Сразу видно, да? Жемчужина Тосканы, Сан-Джиминьяно. По ценам на парковке. Есть там ведьма какая? Давай посмотрим. Любовные страсти, истории Санта-Барбары. Смотрите, какой драндулет. Одно из самых реально вкусных мороженых, которое вообще мы когда-либо пробовали. Сан-Джиминьяно входит в ЮНЕСКО. Не все почему-то знают из русскоязычных туристов. Прозвище у него есть. Средневековый Манхэттен. Вот это и русскоязычные ходят. Короче, нас чуть не отругали. Но действительно, как небоскребы. И мы теперь голодные ходим. 3 века до нашей эры. На дороге, посмотрите, сушилку поставили. Короче, мерились пипирками. И здесь очень вкусная еда. Всем привет, меня зовут Юля. Меня зовут Миша. И мы приехали в следующий город, 4-й в нашем путешествии. Это город Сан-Джиминьяно. Вот, кстати, сразу покажу, перед тем, как вообще рассказывать про город. Смотрите ценник на парковку. Это ж вообще жесть. Ну, конец света. Сразу видно, да? Жемчужина Тосканы, Сан-Джиминьяно. По ценам на парковке. Разорение. Ну, короче, мы пойдем. Весь город вот такими вот стенами сделан по кругу. Ну, тоже оборонительные стены. Понятно, здесь войны были повсюду. Во всех этих городах и деревнях, как мы всегда повторяемся. Пойдем смотреть эту жемчужину Тосканы. На самом деле, этот город нам нравится больше всего в Тоскане. Даже Флоренция со своей красотой, но не сравнится с Сан-Джиминьяно. Все-таки Сан-Джиминьяно более какой-то вот... Есть душа какая-то, сердце у него какое-то есть, итальянское. Так, мы заходим, скажем так, в город через стены. И сразу у нас открывается церковь. Сейчас попробуем посмотреть, сможем ли мы войти внутрь этой церкви. Так, попасть внутрь нам не получится, потому что это не совсем церковь, это монастырь. И внутрь здесь не пускают. Хотя, вот есть расписание, но мы под него не попадаем. Жалко. Возможно, он очень красивый. Ну ладно. Здесь все равно очень много красоты, поэтому мы посмотрим что-то другое. Так, ну мы заходим в самый центр города Сан-Джиминьяно. Посмотрите эти здания. Просто потрясающие. Это самый-самый-самый красивый средневековый город Тосканы. Вот это прям жемчужина, это прямо сердце Тосканы. Это его центральная точка, скажем, самая красивая. Город, который был основан 3 века до нашей эры. Представляете себе? Это что-то невообразимое. Гляньте, это вот центральная улица Сан-Джиминьяно. Вот там ворота основные, одни из, через которые можно войти в город. Туристов, конечно, видимо-невидимо. Но это вот прям максимально туристический город. Мы еще приехали в выходные. Последний раз мы едем в выходные снимать. В будни, конечно, поинтереснее, потому что здесь поменьше людей и попроще немного. Ну, тоже вот всякие сувениры итальянские, понятное дело. Город чем славится? В городе существует самый лучший керамист в Италии. Да я бы даже сказал, в мире. Очень известный мастер. Мы вам сегодня про него обязательно расскажем и покажем. Мы уже с ним договорились навестить его. Так что ждите, скоро покажем. Посмотрите сюда просто. Гляньте, какая красотища. Вот, кстати, на заднем плане виднеются башни, как небоскребы такие. Здесь насчитывалось в средние века, по-моему, если я не ошибаюсь, 72 башни вот такие. Сейчас их, по-моему, намного меньше. Я вот сейчас не знаю, сколько их сейчас, но было 72. Вот уже. Гляньте, какая улочка. А вдалеке просто вот панорамный вид.
Тоже город на холме находится, на возвышенности. Ну, как обычно, они строили, чтобы их было сложнее атаковать. Город еще славится тем, что паломники из Франции, которые шли в Рим, останавливались как раз в Сан-Джиминьяно, в этом городе. У них здесь была как бы остановочка такая. Вот тоже гляньте, вот просто какое окно и какие своды у окна. Вот тоже здание. Тут каждое здание — это произведение искусства. И главное, что все очень-очень хорошо сохранилось. На самом деле нам рассказывали, что, местные, что этот город был намного хуже выглядел. Где-то, наверное, лет 30, назад, по-моему, нам говорил тогда мастер, да? И его привели в порядок. Причем привели местные жители. Они как-то скооперировались, сговорились и решили его привести в порядок. А так он был прям в упадке, в очень сильном. Они все отреставрировали, все свои здания. И вот такая вот красота получилась. А вот, кстати, вот эти башни, про которые я вам, говорил, 72 их, по-моему, было. Сейчас, если я не ошибаюсь, их, по-моему, 14 осталось всего этих башен. Может быть, чуть меньше. Там надо посмотреть в Википедии. Его, этот город, называют, такое прозвище у него есть. Средневековый Манхэттен. Именно вот из-за этих башен. Средневековый Манхэттен. Прикиньте, вообще прикольное название на самом деле. Любопытно. Они реально выглядят как небоскребы на Манхэттене. Только в средневековом стиле. Гляньте просто, да? Глаз радуется. Ты гуляешь, и глаз у тебя радуется. У нас, кстати, такая тема произошла. Я вам сейчас покажу виновника. Вот он, виновник. Короче, приготовила нам покушать, чтобы мы тут в пути покушали. Причем вкусно очень приготовила. Все сделала, разложила. И забыла вилки взять. И мы теперь голодные ходим. Вроде еда у нас есть в багажнике. Хотели пикник устроить. Ну вот ходим с урчащими животами. И с осознанием того, что у нас в багажнике очень вкусная еда. Сейчас попробуем зайти в церковь, посмотреть, что там внутри. Короче, нас чуть не отругали. Там, оказывается, нельзя делать съемку. И ни фото, ни видео. Там только для этих самых, кто молится. Ничего себе, на самом деле, такой первый раз вижу. Ну, допустим, окей. Мы поэтому ушли. У туристов, конечно, вагон и маленькая тележка. Смотрите, вот этих. Смотрите, какие двери. Флаг Евросоюза, Италии и Сан-Джиминьяно. Вот флаг. Ох, вот они, эти башни раскрываются. Вы посмотрите. Да? Красотища. Невероятная. Кстати, здесь очень много кожаных изделий продают. Ну, в общем-то, как и во Флоренции, так и в Сан-Джиминьяно. Здесь есть тоже мастера по коже. И вот такие вот магазинчики с кожаными сумками. Вот очень много. И здесь можно купить неплохие изделия из кожи. Вот сейчас мы находимся прям под башнями, под двумя. Сейчас мы вам их покажем. Посмотрите, какие они высокие. Но действительно, как небоскребы выглядят. Почти без окон. Без окон, без дверей. Полногорница людей. Или как там это было. О, это вот одна из главных площадей города Сан-Джиминьяно. Кстати говоря, здесь вот Юля, по-моему, уже говорила, предупреждала вас, что мы вам покажем, где продается самое вкусное мороженое вообще в Италии.
Ну, не буду прям точно за всю Италию говорить, но за всю Тоскану точно скажу. Это именно в Сан-Джиминьяно. Есть лавка с мороженым, мы вам потом покажем и обязательно сами купим мороженое. Которая эта лавка мороженое, очень много наград получила. Колоссальное количество наград международных. И она очень славится. Там действительно очень вкусное мороженое. Это не сравнится ни с чем. Но в принципе известно, что итальянское джелато одно из самых известных мороженых в мире. Вот, сейчас поднимемся по ступеням. Посмотрите, какая красотища. Тоже башня. С этой стороны ее видно. Пойдемте посмотрим храм, может быть, туда нас пустят. Какая арка. Вот тоже я вам сейчас покажу. Высоченная башня просто. Так, это вот вход в Дуомо. Надо билетики, по-моему, покупать. Сейчас посмотрим, да, тут нужно билетики покупать. Очень красивый Дуомо, мы там были. Мы вам сегодня его показывать не будем. Там народу дофига туристов. Не очень здорово, поэтому я вам рекомендую такие максимально туристические места приезжать в будний день. Иначе тут очереди, людей целая куча, но не так приятно на самом деле. Вот с другой стороны эту башню сейчас снимем. Очень-очень красиво. Исторический город Сан-Джиминьяно входит в ЮНЕСКО. Он находится под защитой. Вот, посмотрите, какой тип. Вообще необычный тип, но таких очень много. Особенно во Флоренции мы таких часто встречали. Артисты итальянские. На самом деле Италия номер один по списку ЮНЕСКО достопримечательностей. Первое место занимает. Как я всегда говорю, музей под открытым небом. Вот это прямо основная площадь. Тоже здесь и башня есть. Смотрите, какой колодец посередине стоит. Сейчас мы подойдем поближе, посмотрим. Фонтан, колодец. Не знаю, сейчас глянем. Вот, это и русскоязычные ходят. Мы только что слышали, может, вы тоже услышите. Но очень туристический город, поэтому здесь кого только нету, честно. Тут можно встретить все нации мира. Да, это что-то вроде колодца, наверное. Ага, точно. Монетки туда кидают. Видимо, на счастье. Но мы в это не верим, поэтому кидать мы не будем. Было бы еще что кинуть, как говорится. А вот посмотрите, это та самая известная мороженая лавка, в которой самое вкусное мороженое Италии. И посмотрите, какая очередь. Просто гляньте, какая очередь сюда. Вон Юля стоит, мы почти последние. Вот сейчас придется нам стоять в этой очереди, чтобы мороженое съесть. Мы еще голодные же. Вилки-то кто-то забыл. Хотя бы мороженое поедим. Будем стоять, что делать. Но мы уже подходим. Уже прям слюни текут на самом деле. Вот даже видите надпись The World's Most Famous Gelato 2024. Самое известное в мире мороженое 2024 года. Прикиньте вообще, самое известное в мире. Уже прям текут слюни ручьем. Но мы уже подходим. Смотрите, сколько разных вкусов мороженого. Я взяла фисташковое и амарено. Амарено — это одно из лучших вообще мороженых. Ну и фисташковое здесь тоже просто потрясающее. Ну вот мы купили мороженое. Смотрите, какое оно красивенькое. Ой, а вкусное какое. Это одно из самых реально вкусных мороженых, которые вообще мы когда-либо пробовали. Ну, по крайней мере, я. Ну, стоит 3,50 одно. Как бы это самое дешевое, вот такого размера, 3,50. Но, извините, мы будем кушать, а то он уже течет на жаре, а слюни тоже текут, поэтому все, ждите, сейчас поедим мороженое и продолжим.
Так, ну мы покушали мороженое. Отправляемся дальше на прогулку. Значит, чем еще известен город Сан-Джиминьяно? Вокруг города одни из самых известных винодельн Тосканы. Здесь очень много виноградников самых разных сортов вин. И они самые известные в Тоскане. Смотрите, какой вообще, да, туннель, коридор. Лампа какая висит, средневековая. Еще здесь, не поверите, есть музей пыток. Причем, говорят, такой достаточно страшненький музей пыток. Кому интересна такая тематика? Нам вот, если честно, не очень интересно. Вот. Но можно посетить, посмотреть. Видите, какой? Прям ну, небоскреб, реально. И здесь очень вкусная еда. Здесь прям вот отбивная тосканская. Бистекка фиорентина, вот это она называется. Здесь очень вкусная кухня. Самые разнообразные блюда тосканские. Паста с кабаном. Вот мы здесь ели как раз таки вот в этой остерии мы ели, по-моему, пасту с кабаном. А, точно, да. Сейчас она что-то закрыта. Может, вечером откроется. Да, тоже я вспомнил пасту с кабаном. Много магазинчиков всяких сувенирных. Ну, прикольный городок. Очень прикольный. На самом деле он и зимой такой оживленный. Здесь круглогодично туристов целая куча. Просто целая куча. Круглый год. Потом здесь очень много фестивалей. Здесь проходит карнавал, известный в Италии. Вот. Здесь много всяких ивентов, скажем так, исторических. Когда люди, местные жители, переодеваются в рыцарей, во всякие такие одежды средневековые и устраивают тут маскарады. Устраивают, скажем, атмосферу. Придают, не устраивают, а придают атмосферу города для туристов, для людей, которые приезжают посмотреть, чтобы они еще больше погрузились в это средневековье. Сан-Джиминьяно, я вам скажу, не все почему-то знают из русскоязычных туристов. Я вот сколько общаюсь, далеко не все. Но по миру Сан-Джиминьяно один из самых известных городов Тосканы. То есть во всем мире люди знают его и едут сюда со всего мира. Сейчас, кстати, мы приближаемся уже к лавке с керамикой. И мы обязательно вам ее покажем, снимем. Смотрите, какие магазинчики здесь любопытные. Здесь, кстати, с 13 века выращивается шафран, который используется и в местной кухне, и в косметике. Здесь очень много небольших производителей косметики для кожи, для всего. Скажем так, биокосметика. Очень известная тоже на весь мир. Народу невероятное количество тоже. Посмотрите, сколько всяких сувениров, всякой всячины, всякой мелочевки, целая куча. Ну, здесь ощущение, как будто город застыл в средневековье. Вот он прям застыл. Как будто время здесь остановилось. Если быть честно, еще не все эти туристы, то это было бы, скажем так, более волшебно, что ли, сама атмосфера города. Более волшебная была бы. Туристы, конечно, тебе напоминают, что это совсем далеко не средневековье. Это наше время. Ну, ребята, мы сейчас будем подниматься наверх, к самой крепости. Здесь есть тоже крепость разрушенная, ну такая, полуразрушенная. Мы вам ее покажем, оттуда открывается красивый панорамный вид на Тоскану. Вообще, здесь еще огромное количество легенд. Вот эти башни, некоторые из них принадлежали двум разным семьям, которые между собой враждовали. И дети этих двух семей, девочка там и юноша, девушка и юноша, они влюбились друг в друга. Но быть с друг другом они, в принципе, не могли. Ну, потому что семьи враждуют, как бы, им нельзя быть вместе. И родители не позволяли. В итоге что они сделали? Это, типа, знаете, как история Ромео и Джульетты в Вероне.
Только здесь есть своя, как бы, Ромео, свой Ромео и своя Джульетта в Сан-Джиминьяно. И они забрались в одну из башен и покончили жизнь самоубийством. Представляете себе, какая история? Ну, копия Ромео и Джульетта практически. Вот такие вот тут еще легенды есть, любовные страсти, истории Санта-Барбары. Видите, какой город. Вот, наверное, вот эти башни-то и враждовали друг с другом, кто их знает. И ушки, вот знаете, все как чисто, аккуратно. Просто как картинка какая-то. Ну вот только голуби накакали. А так идеально все. Вообще, еще хотел рассказать, вот эти вот башни, они строились вообще разными семьями, богатыми, естественно, семьями Сан-Джиминьяно. И они символизировали богатство. То есть каждая семья соревновалась. У кого выше башня, тот типа богаче. Ну, короче, мерились пипирками. Знаете, вот это как называется, по-другому не могу сказать. Вот они меряются башнями. Ну, мерились в свое время. Чудики тоже придумали такое, а? Ну, мощеные, конечно, камни такие. Потрясающе, ребята. Здесь, конечно, гулять одно удовольствие. Вот, даже посмотрите. Посмотрите, как мы сейчас пройдем сквозь одну из башен города Сан-Джиминьяно. Смотрите, какая она высоченная. И посмотрите, какая в ней арка высокая. Сейчас мы пройдем прямо через нее. А я пока вам расскажу. Здесь в соборе Дуомо хранится икона древняя, которая, по рассказам местных жителей, исцеляет людей. И она много-много людей исцелила в те времена древние. Сейчас уже, правда, не знаю. Это вообще легенда. Но, кто знает, может быть и правда. Ой, Юля куда-то пошла. Давайте с ней вместе пойдем посмотрим, что там такое. Дверь вообще красивая. Что здесь? Ух, ничего себе. Посмотрите, какая красота. Вот это красотища. Смотрите, какие фрески. Смотрите, какие древние фрески. Музей под открытым небом, ну честное слово. Смотрите, там тоже все вообще усыпано. Смотрите, даже не знаю, что первое вам показывать, если честно. Смотрите, какое произведение искусства. А какие колокола. Ну, сказочно вообще. Ребята, как картины просто висят, эти фрески. Вот тут, походу, какая-то судебная система, что ли, изображена. Видимо, это все три дамы, они что-то значат. Это, наверное, какая-то слева защитница, там судебная система, а там вон со змеей, не знаю, что бы это означало. Напишите, что вы думаете. Что это могло значить? Мы сейчас пойдем наверх. Посмотрим. Мы сейчас пойдем наверх. Кстати говоря, здесь есть тоже колодец древний, где-то в городе. Не знаю, вряд ли мы его, наверное, найдем, но попробуем. К нему приходили в древние времена ведьмы и алхимики. И колдовали, прикиньте. Какой-то колдовской колодец, просто мистический. Смотрите, какая красота. Ну просто картинка, да? Невероятная. Они зелье там варили из шафрана. Ой, да, зелье из шафрана варили.
Посмотрите, ну просто вот дух захватывает, ребята, дух захватывает. Это, кстати, музей. Ну, красота. Смотрите, какие. Ребята, будете в Тоскане, приезжайте обязательно. Так и не прошли мы под башней. Мы отвлеклись, я увидел, Юля побежала куда-то смотреть, а там красоты своей просто видимо-невидимо. В итоге сейчас пройдемся. Смотрите, как отсюда открываются. Но они чем-то напоминают башни-близнецы Нью-Йорка. Как-то вот под каким-то определенным ракурсом можно так подумать. Не зря это называют средневековый Манхэттен. Смотрите как. Ой, сейчас мы вот сюда поднимемся и покажем вам. Ну, пойдемте искать крепость и панорамный вид. Смотрите, как отсюда выглядывают башни с этой стороны. Мы все обходим, смотрим на них с разных сторон. Вы устроили раньше, да? Вот тоже какая-то барахолочка. Всякие штучки продают. Вот смотрите, какие улочки узкие. Сейчас посмотрим. Дверь какая. Я всему прям удивляюсь. Смотрите, какие улочки. И прям туда уходит узенькая. Сейчас пока поднимаемся к крепости. Вообще город защищает Святой Филипп. Есть даже легенда о нем. Ой, сейчас отвлечемся от легенды. Смотрите, мы прям под еще одной башней находимся. Высокая. Вот, этот Святой Филипп. Однажды он явился, дух этого Филиппа Святого, одному из местных жителей в Средневековье. И предупредил его об опасности. Так, стоп. Вот. Смотрите, какой драндулет. Он еле забирается. О, ну все. Как говорится, селенок-то и не хватает. Не, забрался. Трехколесный драндулет. Ну вот. Этот Святой Филипп, дух его, явился одному местному жителю. И предупредил о том, что надвигается опасность на город. И таким образом местный житель передал это все старожилам. И город смогли защитить. С тех пор этот Святой Филипп считается официальным защитником города. Так, ну мы, по-моему, подходим к крепости. А не, мы не туда пошли. Нам надо в другую сторону. Вот указатель. Крепость. Идем. Пойдемте смотреть. Так, ребята, мы подошли к крепости. Вот ее основной вход. Ну, сейчас я вам покажу вид панорамный на Тоскану. Сейчас, извиняйтесь, может быть, ветер будет шуметь. Это один из видов. Потом мы вам покажем еще. Смотрите. Тосканская долина. Сказочно. А дух захватывает. Тоскана прямо на в сердце. Прям любовь. Но будем заходить в церковь. Ой, в церковь, блин. В крепость, да. Я уже все перепутал. Уже голову мне напекло. Ну, немножко подразрушенная она, конечно, от бесконечных битв. Но тоже неплохо сохранилась. Вот тут тоже всякие концерты проходят внутри крепости. Ивенты всякие. Вот они, стены. Ну, такая крепость побольше размерами. Побольше. Я помню, в прошлый раз, когда мы здесь были, вот в этой крепости, мы видели здесь двух людей, женщину и мужчину.
Они были одеты как в средневековье, только такие богатые люди. И они здесь показывали как-то пьесы, показывали бесплатно. Да, что-то было такое. А вот посмотрите, какая толщина тоже стены. Я вам тоже шел показать. Смотрите, тоже толстые стены. А вот и колодец, наверное, тот, да? Да, вот он колодец, где собирались ведьмы и алхимики. Зелье-то варили из шафрана. Вот он, этот колодец. Смотри, есть там ведьма какая? Давай посмотрим. Ого, ничего себе. Да, там вода есть. Действующий колодец, походу. Водичка-то есть. Так, вот тут какое-то помещение у крепости. Сейчас тоже посмотрим. Это какое-то было, наверное, может быть, даже здесь башня была на этом месте. Да, скорее всего. Здесь какая-то башня, наверное, была. Вот часть стены отсутствует. Да, красиво, красиво. Ну, пойдем сейчас на стену заберемся. Сейчас будем подниматься на стену, чтобы увидеть вид со стены крепости. Такие ступени тут узкие, тоже средневековые, резкие такие. Там уж какие-то люди стоят, поэтому я говорю, лучше без туристов в будние дни. Вот здесь люди отдыхают. Вот это тут вид открывается. Смотрите какой. На весь город Сан-Джиминьяно. Сверху. И уходит во всю долину. Вот это они тут оборонялись. Все как на ладони у них тут. Но народ тут уже много становится. Поэтому мы будем спускаться. Тут уже прям невыносимо много народу. Смотрите, какая красота отсюда. Но мы выходим из исторической части города. Направляемся в сторону парковки. И вот, кстати, да, даже не историческая часть. Вот уже уходим от нее. И все равно вот красивая картинка общая. Вот эти вот улочки сказочные. Узенькие. Домики все эти из кирпичика, аккуратненькие. Кстати, здесь есть церковь Святого Августина. И по легендам, монах, который был в этой церкви, в средние века, он предал орден, продав церковное золото налево. Прикиньте, какой хитрый монах, алчный. Налево продал золото церковное, золотишко. Так вот, его убили за это. И до сих пор его дух находится в этой церкви Святого Августина. Потому что его не простили. Гляньте, как туда вообще, да, уходит. Его не простили, то есть у него как непрощенная душа. И она бродит по церкви. И вот даже туристы некоторые рассказывают, что в какой-то момент, когда заходишь в эту церковь, чувствуешь, как какую-то тень видишь, и холодок прям идет такой сильный. И вот думают, что это как раз и есть призрак того самого монаха непрощенного. Точнее, его непрощенная душа, бродящая по церкви. Вот такая вот тут мистика тоже имеется. Вот, гляньте. Да? Какая красота. Это же арка какая. Аккуратненькая. Смотрите, какие камушки. Просто все выложено. Как будто не настоящее. Смотрите. Ну и куда ж без этого. Вон итальянцы шмот развесили, панталоны свои. Сушиться прямо на дороге. Посмотрите. Сушилку поставили. Вон носочки висят. Кому носки нужны, вон, бери, подходи. Размер себе свой ищи. О, кстати, смотрите, опять украинский флаг висит. Вот мы часто встречаем украинские флаги в Италии. Видите? А за сегодняшнее путешествие уже второй флаг Украины.
Ну, это, наверное, какая-то поддержка, солидарность, типа, скорее всего. А может, просто и украинцы живут, кто его знает. А вот, кстати, и сам магазин мастера Лучано Леончини. Это имя и фамилия известны на весь мир. Каждый итальянец, мастер, там неважно, он из стекла выдувает или из керамики что-то делает, он знает Лучано Леончини. Лучано Леончини знают от севера Италии до юга Италии. Вот его официальный магазин, один-единственный в Италии и в мире, в принципе. Вот, и мы сейчас его посетим. Ну, на этом сегодня все. Следующее видео мы полностью посвятим вот этой потрясающей керамике. Все вам покажем, все вам расскажем. Вот. А так, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и ждите следующего видео. Пока-пока. Пока-пока.